Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие овны. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2024 год. И это первая неделя. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так думаю, у нас сегодня колода 78 дверей метафорических карт. Какие двери будут открыты или закрыты? Принципиальное значение. И поэтому, надеюсь, подсказки будут какую-то свою ситуацию, вы сможете переложить с учетом образов карт и, может быть, просчитать на пару шагов вперед. Я поздравляю вас всех, мои дорогие представители знака зодиака Овен, с Рождеством и Новым годом. Будьте милосерднее к самим себе, будьте счастливы, будьте любимы всегда. Итак, подсказки карт. Что важно знать? Чем вы, может быть, будете заниматься на этой неделе? Или, в принципе, приоритет ваш, как видят карты? Чего не избежать неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Давайте достанем карту «Что скрыто?» Может быть, не придаете чему-то значения? Дела, работа, бизнес. Смотрим энергию. Энергия денег и личная жизнь. Давайте узнаем. Итак, что важно знать? Какая-то ситуация, сколько себя не тормоши, она не ускорится. Видимо, эта неделя для вас, это старший аркан, повешенный, когда, правда, пауза своего рода может быть. И тут и, надо сказать, всегда, наверное, первая неделя января, тут что-то ускорить вряд ли получится. Много праздников. Сама по себе обстановка такова, она больше располагает к отдыху какому-то. Но здесь как будто вы можете что-то демонстрировать. Или по этой карте может быть та или иная тема, которая для вас актуальна, и вы хотели бы себя как-то в ней проявить, но пока еще не определились, как это раскрыть или каким образом сделать, совершить или подступиться к решению того или иного вопроса. Не рискуйте собой. Вот по этой карте, именно в этой колоде, мы говорим двери, да, этих дверей нет, но есть куб, как будто, куда себя поместил человек. И он как будто демонстрирует свои особые исключительные возможности. Здесь может быть такое, что вы, где-то интуитивно как будто просчитываете ту или иную возможность. Или вы можете прийти к выводу, что, надо же, может быть, так развились события. И вы себе скажете, а я как будто предполагала, что именно так и будет. И удивитесь, может быть, прежде вы не пользовались подсказками шестого чувства, а здесь вы можете удивиться, что насколько точно что-то, как предчувствие, сработало. То есть какие-то возможности, которые альтернативные. У кого-то может быть и так. Давайте мы раскроем дальше. Но я бы сказала, с учетом, подытожив, праздников нет закрытых дверей, но сам по себе период, когда мы не ускоряемся, нет как будто смысла. С другой стороны, не должны оказаться в какой-то тупиковой ситуации, и поэтому себя беречь будет тоже важно. Может быть, не согласиться преждевременно на какое-то дело, которым впоследствии вы вынуждены будете выходить в одиночку, без помощи. Такое тоже может быть. Не торопитесь, одним словом. Чего не избежать? Прекрасно. Двойка кубков. Карта искренних отношений, карта любви, карта взаимопонимания, карта счастья, приятных эмоций, хорошего настроения. И это в неожиданностях. Обычно неожиданности я подразумеваю, что-то со знаком минус. Так вот тут и минусов-то нет, наоборот, как неожиданность, какие-то возможности. Может быть знакомство, может быть признание любви, подарки, тут как будто подарками обмениваются. Все то, что соответствует, наверное, этой первой неделе января. Замечательно, мои дорогие, ваше хорошее настроение. Чему сейчас не время? Вот так, сижу я в гордом одиночестве, да, мы спрашиваем, двери открыты или закрыты. Человек сам закрыл двери и сел в одиночестве в комнате. Очень красноречивая карта. Вот этому, мои дорогие, надеюсь, видно хорошо, сейчас не время. Уйти в какое-то, как знаете, в закрытое состояние от мира, от возможностей каких-то. Уйти, когда, буквально быть в одиночестве, наверное, этому точно сейчас не время. Или предаться какой-то
апатии, глубокой философии. Вам это вообще не свойственно. Но самое главное, наверное, не быть одному или одной. Уделить внимание личной жизни, по крайней мере, вот этому сейчас время, как приятному общению. Может быть, не совсем даже, если мы будем говорить про любовь, но вот быть открытым миру, когда мы не закрываемся, как и от людей, не дистанцируемся от событий вообще. Но, видимо, у кого-то из вас может проиграться большое желание побыть в одиночестве. Но как будто карты говорят: нет, точно, не в эту неделю. Что будет помогать, что будет радовать? А здесь выход из лабиринта, туз мечей, я всегда называю эту карту. И здесь посмотрите, если мы говорим двери, врата, они открыты. Из сложного лабиринта вы можете как раз решить какую-то проблему. Скорее, какой-либо ментальности касается эта проблема. Или вам нужно с чем-то определиться, или будет сделать какой-то важный выбор. Может быть, выйти из этой тупиковой ситуации. Вполне вероятно. И здесь, как будто карты говорят, вот если останешься один, как будто ты не получишь столько вдохновения или не увидишь столько возможностей. Если будешь закрыт миру, как вот я перечисляла, уже не повторяюсь, но сложнее, может быть, найти вот этот выход из лабиринта для вас будет. Может быть, есть какое-то дело, событие, тема, когда нужно принять решение, когда нужно вот что-то однозначно с чем-то определиться, чтобы не было вот этого подвешенного состояния. Может быть, у кого-то будет означать именно историю личных отношений. Давайте мы узнаем, что скрыто. Правда, тут важное решение вам как будто нужно принимать. И опять же, это касается ментальности. Это не есть какое-то событие извне, хотя может у кого-то проиграться, но больше ваше решение, мои дорогие овны. Красноречивая карта, хотя страх какой-то, он не свойственен вам, но сомнения, вот, видимо, они вас могут посетить на этой неделе, хотя сама она по себе проходит в каких-то совершенно других энергиях для вас. Но нам показана девушка, женщина, которая находится на 2-м этаже, а как будто внизу горит дверь над ней. И понятно, что ей нужно прыгать, а она боится. Она боится, потому что она этого никогда не делала прежде. И она ожидает помощи. Поэтому это вы можете где-то ожидать, или кто-то из вас, я уверена, это не для всех проиграется, судя по вашему знаку. Но правда, может быть, вы ждете какую-то оказию, что проблема решится сама. Или вам кто-то придет на помощь, вот как тоже, да, не время нам говорят сидеть, правда, надеяться на что-то или на его величество случай. Тогда мы свою судьбу на волю случая этого самого и отдаем. А время альтернативное решение какое-то принимать, находить выход из лабиринта. И выход этот из лабиринта будет заключаться, что вы должны сделать что-то или таким образом, как вы не делали это прежде. Вот как этой девушке нужно выпрыгнуть, но она не решается. Ей более привычно кричать, а нам показано, что да нет никого рядом, никто не придет. Надейся сам на себя. И, может быть, всего лишь, если бы она решилась быстрее, огонь как будто подбирается ко 2-му этажу. И для кого-то из вас очень важно это решение будет, видимо, в каких-то временных рамках сделать. Что-то вы не сможете растянуть на длительный период, это факт. И если вот какой-то квантовый скачок, и аллегорически говоря, какое-то важное решение вы принимаете, но даже если что-то пойдет поначалу криво, как вот, например, эта девушка, да, которая, если выпрыгнет, шишек она набьет, в конце концов, с синяками какими-то отделается, но она как будто остается жива. Вот у вас что-то может быть очень важное на пороге ваших событий, вашей жизни, может быть, когда нужно однозначное решение принимать. И не должно быть никакого риска. Здесь риск действовать по-старому или чего-то ожидать, мои дорогие. Дело, работа, бизнес. Просто примите, наверное, ту точку зрения. Вот одна карта добавляет другую, что идти вперед придется, правда. Он уже как будто этот выход или выбор, вы уже знаете. Осталось набраться решимости или что-то, может быть, еще просчитать, как будто последний штрих какой-то сделать. И у нас выпадает 13-й старший аркан. Не оглядывайся назад, не делай то, как ты делал или поступал прежде, нам говорят. Нет закрытых, обратите внимание, врат.
или дверей. Поэтому не нужны ключи. Всего лишь навсего подняться и открыться миру. Правда, для вас важно находиться в совсем других энергиях. И эта карта говорит: наполни себя радостями жизни, красками мира. Нет как будто смысла пребывать, может быть, в какой-то ситуации, которая уже произошла. Ситуация-то уже ушла, все, что могло, свершилось, нам по карте говорят. Но человек эмоционально там еще как будто застрял. Вот тот осадок, который в нашей душе, он словно не дает нам двигаться вперед. И все краски жизни, как вот эти только цветы, изображенные на погосте, и все, сама карта достаточно серая. И человек сидит, что он ждет? Практически он пытается проиграть прошлое в своих воспоминаниях. Но он держит часы песочные, и нам говорят: время идет, встань и выйди, повернись спиной к прошлому. Прими, может быть, какую-то ситуацию как пережитый опыт, или переведи это именно в событие. Но эмоции, вот те, они уже не имеют значения. Вам отсюда пора как будто выйти. Что-то у вас завершается. И если на этой неделе придут какие-то новости, мои дорогие овны, я понимаю, еще один старший аркан, сама по себе зависшая ситуация. У кого-то вот это повешенный, это вы застряли в какой-то прежних воспоминаниях или обдумывании чего-либо, а нам говорят, это уже завершилось, не имеет значения. И чем быстрее выйдешь, тем быстрее, вот посмотрите, краски мира для тебя как будто будут играть, новые возможности ты увидишь, тем интереснее будет жизнь. Может быть, более яркие впечатления тебя как-то вдохновят. Вот этот самый выход из лабиринта для тебя состоится. Ну вот выйти, видимо, для кого-то из прежнего какого-то состояния, для кого-то равносилен, как квантовому скачку из вас. Вот по 13-му аркану нам говорят: и надеясь этот, опять же, сам на себя. Какой-то путь вам придется пройти еще с надеждой на собственные силы, без риска и словно исследуя непознанную землю без карты. Самое начинание для вас, мои дорогие, 2024 год, как раз очень продуктивный год. Поэтому некогда застревать вот так вот в подобной комнате. Финансы. Девятка жезлов. Вопросы семьи, вопросы вашей пары. Или то, что для вас сейчас наиболее актуально. У нас человек буквально несет сам эти двери. Дверей вообще нет. Он их сейчас установит, и это будет означать, как «мой дом, моя крепость». Он защиту своего рода ставит. И у вас, кстати, это выпадает на деньги. Не рискуйте финансово, больше сохраняйте. И нам не говорят, что есть денежные проблемы, как будто деньги есть. Но значит, самое время где-то, если тратить, то просчитав все и с умом. По девятке жезлов как будто откликаемся только в двух случаях. Если нам что-то угрожает или чтобы не упустить какую-то возможность. Кто-то из вас попросту будет заниматься вопросами своего жилища, делать его более комфортным. Может быть, и есть какие-то траты. Вот как будто на жилье они благоприятны, по крайней мере, на эту неделю. Или решать какие-то вопросы, может быть, с имуществом. Но все же чаще девятка жезлов у нас карта обороны. Обороны в том плане, что у нас должно быть все под контролем. У вас, мои дорогие овны, это очень будет важно, потому что вас ничто не должно застать врасплох. Некогда вот так закрыться и сидеть. Вам это не свойственно, но, видимо, какая-то часть из вас может быть такой апатии подвержена. Личная жизнь, давайте узнаем. Тут, правда, по королеве кубков это часто бывают наши близкие, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки. Пусть королева, но это сама энергетика где-то нашей семьи или вопросы, связанные с нашими супругами или с нашими любимыми людьми. И поэтому самое время для тех, кто в паре, да тут все прекрасно. Вы будете вместе что-то решать, друг друга где-то дополнять. Такое вполне возможно. И вообще для вас эта неделя, она может открыть какие-то новые возможности для вашей именно пары. Но для тех, кто один или одна, значит, уделить внимание, особенно личной жизни, на этой неделе определенно стоит. Тут вы можете встретить какого-то человека. Может быть, это и новое знакомство. Или есть уже какие-то отношения, которым тоже нужно уделить внимание. Какими-то будут приятные подарки. Значит, не закрывайтесь. Перевернулся у вас туз пентаклей. Здесь вам словно пространство. Я хотела достать карту «Совет».
Вот она сама по себе перевернулась. У вас, правда, какие-то возможности. Вы можете где-то сомневаться. Но по тузу Пентаклей, когда наши мечты сбываются, когда нам словно ангелы-хранители помогают. И поэтому, каков бы сейчас у вас на повестке недели не стоял вопрос, вы можете его решить. Или, по крайней мере, продумать пути к решению или пути к выходу из лабиринта. Туз Пентаклей, как и деньги, да, денежные вопросы, как будто деньги есть, нам говорят. Но и с другой стороны, это как помощь судьбы. Что-то очень весомо важное может у вас произойти на этой неделе, мои дорогие представители знака зодиака Овен. Перекладывайте на себя, главное назад не оглядываться и не уходить в какую-то глухоту или на глубину собственных мыслей. Этому точно сейчас не время, все противоположное. Вы можете что-то решать, и вас эти эмоции могут захватить настолько, что вот как раз и захочется самоустраниться, а как будто тут на повестке дня что-то совершенно другое. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.